Добрый день, подписчики. Ну или еще не подписчики, но подписывайтесь обязательно, если вам понравится, конечно. Сегодня мы нанесение декоративной штукатурки рассматривать не будем. Мы сегодня разберем несколько важных вопросов, на которые, возможно, вы не знаете ответа. Если вы решились приобрести декоративную штукатурку, вот решение это к вам пришло, а что делать дальше, вы не знаете. Например, видео для вас тогда. Я для себя записала на листочек некоторые вопросы, чтобы не забыть. И по пунктам буду этот вопрос вам задавать и сама же на него отвечать. Например, вы решились приобрести декоративную штукатурку, что дальше? Первое, вы должны понять, где ее приобрести. То есть, да, ну вот, не будем говорить про нанесение, мы сейчас говорим про сам материал и про его приобретение. В конце несколько слов скажем о нанесении. Я считаю, по своему опыту, что приобрести ее лучше всего в специализированном магазине. То есть, это отдел небольшой какой-то, который занимается декоративными штукатурками. Это такой очень сложный товар, и для того, чтобы продавец смог вам грамотно рассказать о нем, он должен только ей жить, только ей заниматься и ее изучать. То есть, вот, например, магазин Леруа, ничего вам там не ответят толкового, и туда вообще суваться даже не стоит за этим товаром. Вы туда можете идти за тем товаром, который четко вы понимаете, вот этот стол, вот я его хочу купить, вот я его покупаю. Все. Штукатурка это вообще не про то. Идите в специализированный магазин. Там, вероятнее всего, вам лучше помогут ответить на ваши вопросы. Это первое. Вычеркиваю. Так, что нам нужно? Когда вы понимаете, что штукатурка, вы должны также понять, какая штукатурка. Она, грубо говоря, делится на два основных вида. Это фактурное покрытие, которое скрадывает дефекты, то есть зрительно скрывает недочеты стены. Или это тонкое покрытие, тонкие перламутровые краски, которые, наоборот, эти дефекты могут наружу доставать. То есть они ничего не прячут. Они очень красивые, это все очень супер. И стоят они также недорого, но под них нужна идеальная подготовка. Так вот, если вы хотите быстро сделать ремонт с минимальными потерями и денег, и времени, то тогда берите фактурную штукатурку. Потому что на подготовку стены, на сам материал, на работу, и как, ну, то есть это, да, выше затраты, и еще время у вас уйдет больше. То есть вы это должны для себя понимать. Хотите быстро, наименьшими потерями, это фактурная. Хотите более красиво и изящно, и готовы подождать подольше и побольше заплатить за подготовку стен, тогда вы можете выбирать хоть то, хоть другое. На этот вопрос ответили. То есть для себя вы все равно в интернете лазите, смотрите. Вы смотрите ролики, смотрите фотографии, смотрите то, что нравится. И от этого, исходя, можете фото сохранить на телефон и показать его продавцу в последующем. Так, здесь вычеркиваю. То есть мы второй вопрос. Определить нужно тонкое для себя. Ну, то есть худо или бедно, вы должны это понимать. Когда вы идете в магазин, вы должны понимать, что продавец, да, он там работает, он получает зарплату, он это изучает, но он не царь, не бог. То есть он не может всех ваших потребностей знать. Он не может знать ваши размеры. То есть вот вы зашли в магазин, и он такой все сразу знает, все, нате вам, пожалуйста, все по вашему запросу. Так не бывает. То есть вы, когда приходите, вы должны понимать, что продавцу нужна какая-то информация. Для того, чтобы рассчитать вам, нужна площадь. Так вот, вы либо берете с собой план квартиры, либо вы для себя эту площадь уже рассчитываете дома. Как рассчитывается площадь стен? Например, вам нужна гостиная. Ну вот я вам покажу. Листочек взяла. Вам нужна гостиная. Смотрим сверху, вид сверху. Вот как на плане квартиры. Например, вот эта стена у нас 3 метра длиной. Вот эта стена у нас 5 метров длиной. Вот это у нас комната. Соответственно, это тоже стена 3, это 5. Могут быть выступы, это все сейчас не важно. Важно, что вам нужно сосчитать вот этот вот периметр. Вот этот периметр у нас 10 плюс 6, 16 метров. Это периметр. Высота от пола до потолка. Вам нужен вот этот размер. Минимальный размер в России высоты это 2,50. И он может быть выше. Вот вы этот периметр умножаете на высоту потолка 2,50. Сейчас, минутку. У нас получается 40 метров квадратных площадь стен. Отсюда вы можете вычесть дверь. Одна дверь, ну она по статистике 1,7.
минус из 40. И можете вычесть окно. Ну, допустим, 2,5 квадрата. Точно так же вы меряете площадь окна. Вот это на это умножаете, и у вас получается количество квадратов. Минус 2,5 равно минус 1,7 и минус 2,5. Итого у вас площадь чистая стен 35,8. Вот эта площадь нужна для того, чтобы рассчитать количество декоративной штукатурки. Если вы вот это делать не хотите, или у вас много помещений, тут у вас комната, спальня, коридор и так далее, ну возьмите с собой план, тогда продавец вам это все рассчитает. Вот так выглядят расчеты. Вот эти замеры вы должны взять с собой. Либо план. Вы не думайте, что я сейчас вас тут учу, как надо идти в магазин, что вы чуть ли не все сами должны знать, все себе выбрать, рассчитать. Нет. Мы то же самое ежедневно объясняем продавцам, как продавец должен, что он должен делать. Но чтобы вы вместе встретились и друг друга поняли, то и мы решили этот ролик для вас тоже записать. Я думаю, что те магазины, которые занимаются продажей декоративных штукатурок, должны быть отдельно благодарны нам за этот ролик. Ну, допустим, вы вот это все хозяйство взяли, вы знаете площадь стен или у вас план, вы решили худо или бедно, какую вы штукатурку будете выбирать, вы заходите в отдел. Я думаю, чтобы установить, есть ли у вас контакт с продавцом, но вы ему задайте вопрос: здравствуйте, меня интересует штукатурка, вы можете мне помочь? И вы вот по глазам и по ответу продавца уже поймете, может он ногти пилит. Ну тогда идите в другой отдел, пусть он там допилит и себе спокойненько живет дальше. То есть контакт, все же взрослые люди, все понимают, есть контакт или нет. Есть, продолжаем разговор, нет, уходим. Уходим в другой отдел, там, где вас больше выслушают, и все. То есть тут других не может быть разговоров. Если контакта нет, вы не добьетесь просто ничего. Она так и будет продолжать пилить ногти или мило по душам беседовать с подружкой, потому что там очень все это важно, а ваши стены ей не важно. Вот. Так, значит, вы спросили, чаще всего 90%, я не могу сказать, что у нас прямо очень все супер продавцы, но у нас действительно очень много хороших продавцов, это и в наших отделах, и даже, грубо говоря, у конкурентов, то есть есть хорошие люди, они работают, они с сознанием дела, вам все это подскажут. Это чаще всего вы получите положительный ответ. Да, я могу вам помочь, что вас интересует. И вы тогда скажете: я хочу штукатурку. Вот такое вот видео, или фото, вот такое. У меня вот такая-то площадь. Я бы не хотела очень много тратить времени на подготовку, да. И все, дальше вы свое дело сказали, дальше пусть предлагает. Она вам предложит варианты, вот этот. Вы выбирайте, знаете, хуже всего, когда вам покажут их 50. Потому что это все, это гибельное дело. Вы уже ничего тогда не выберете, и когда вы придете домой, вы вообще ничего не поймете. Что вам там показывали, какие 50 вариантов. Смотрите, первые варианта 3, которые вам вот прям падает глаз. Потому что в отдел вы заходите, там их 500, 1000. Упал, да, вот прямо глаз упал туда, отодвигаем в сторону. И вот так вот штуки 3. И говорим: рассчитайте, пожалуйста, на эту площадь. Не нужно спрашивать, сколько стоит штукатурка у вас за ведро. Это вы можете так спросить, вот, например, в Леруа. Потому что стоимость за ведро, она вам вообще ничего не даст. Например, берем 2 ведра штукатурки. Но это самая большая ошибка, и она, к сожалению, случается. Даже вот на моем опыте очень часто заходят и говорят: сколько у вас стоит штукатурка за ведро. Меня этот вопрос ставит в тупик. Есть 2 одинаковых ведра. Оба, например, по 16 килограмм. С одного ведра мы можем сделать 10 квадратных метров, а с другого ведра мы можем сделать, например, 30 квадратных метров. Это действительно так. Стоимость за ведро у нее может быть одинаковая. Например, это ведро 3000 рублей и это 3000 рублей. Штукатурка разная, у нее разная фракция. Одна более крупнозернистая, и из нее нельзя сделать тонкий слой. Другая пастообразная, ее можно тоненько-тоненько накладывать. Вот цена за ведро вообще нет, категорически нет. Стоимость рассчитают пусть вам на вашу площадь. То есть важна цена за квадратный метр. Например, у вас 35 квадратов, да, мы сейчас посчитали, образно. И вы должны понимать общую сумму, сколько у вас получится на вашу площадь материала вместе с колеровкой, вместе с защитным покрытием.
И вот он у вас, например, получился 15 тысяч, или он 30 тысяч получился. Вот это вам важна цена, а не цена за ведро. Вообще забудьте цену за ведро, когда вы покупаете штукатурку. Это не стул. Его нельзя измерять штуками. Это совсем другой материал. Дальше что? 3 штуки я сказала, что много выбирать не нужно. Выбирайте первый. То же самое с цветом. Когда вы все это определились, вы выбираете цвет. Все равно вы для себя примерно понимаете, какой бы вы хотели цвет. Он и будет или бежевый, или он серый, или какой-то еще. И вот в этом диапазоне уже листать, потому что цветов больше 10 тысяч. И продавцу все равно нужен какой-то, ну, образ какой-то, чего вам предложить. То есть хотя бы с какой гаммы вы будете смотреть. И также смотрите немного вариантов. Если вам важна штукатурка быстро, вот вопрос, в наличии она или нет, задавайте сразу. При входе даже буквально. Потому что есть вероятность, что вы 1,5 часа на консультацию потратите, а потом вам скажут, она под заказ 2 недели. Все. Все время потрачено зря. Если вам надо в наличии, спрашивайте сразу. Если вам надо цветопробу, то есть вы такой человек, который вы вот по этим вот веерочкам малюсеньким не понимает, тогда спросите. Я хочу приобрести, я выберу, мы договоримся, цена устроит, вы сделаете ли мне цветопробу? То есть есть ли такой вариант, что мне сделают на маленьком образце или дадут какую-то баночку, пробник какой-то в дорогу? Ну, то есть это надо сразу задавать. Тоже цветопробы, потому что делают очень мало кто. Ну вот, это важно. Тоже с цветом такая сложная ситуация. В отделе вы смотрите его на образце, он бежевый, домой его привозите, он, ну, чуть ли не зеленый. Наверное, не секрет ни для кого, что у каждого цвета есть много-много-много оттенков. И вот бежевый, он есть, он есть и с зеленым тоже оттенком. То есть вы привозите, а он в зелень уходит. Или вы привозите, а он рыжий оказался. Ну вот, чтобы такого не получилось, цветопроба. Так, наличие, что еще? Все вас устроило, продавец классный, она вам все рассказала, рассчитала, цена устраивает. Вопрос в нанесении. Идеальный вариант — это когда нанесение вы закажете в этом же отделе, у этих же мастеров. Ну, то есть не обязательно это должно быть по договору, не обязательно в штате должны быть мастера, специалисты по нанесению. Это могут быть частные мастера, с кем сотрудничает отдел. Самое главное, что отдел, который работает сегодня, вчера и собирается работать завтра, он не будет с плохими сотрудничать. Потому что если плохо нанесена штукатурка, купленная в отделе купили штукатурку, посоветовали этого мастера, мастер нанес плохо, то все косяки летят в отдел. Все. То есть знакомым никому не порекомендуют, а еще и, не дай бог, плохие отзывы у нас вообще быстро очень строчат. Если все понравилось, хорошие никто не напишет, а плохие вообще все за. Вот прям 10 штук сразу повалом налетят. Так что у отдела несколько буквально мастеров, у каждого все равно есть, и вам его посоветуют, это будет лучший вариант. Если вы хотите наносить сами, ну тогда, значит, спросите, есть ли у них мастер-классы. Они могут быть индивидуальные или они могут быть платные, какие угодно. Ну, с YouTube это тоже очень все хорошо, но лучше все-таки это если в отделе мастер-класс. Это было бы идеально, потому что то, что вы смотрите на видео, это совсем другое дело. И материал другой, ну все другое. Лучше, конечно, вживую. Потрогать, пощупать, как инструмент держать. Это если вы сами хотите наносить. Мне кажется, что все важные вопросы мы разобрали. А если кому-то что-то еще хочется спросить, то вы в комментариях это спрашивайте. Если это видео разговорное понравится, соберет просмотры, и люди будут ставить лайки, то мы дальше будем тоже снимать такие видео, полезные советы какие-то, возможно. Для кого-то, может быть, будет полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и всем пока.